как включить неразрушение предметов, которые были построены не игровыми ресурсами. То есть ты строишь здесь, например, какие-то предметы, какие-то, вот давай просто возьмем готовые элементы. Давай просто возьмем вот дом поставим. Его надо взять в инвентарь, и из инвентаря я уже его могу поставить. Вот. У нас есть дом. Смотри. Теперь смотри, мы можем разбивать это строение, все, что мы построили в творческом режиме. Вот после того, как ты карту опубликовал, у тебя человек заходит играть, и во время игры он может это все рушить. Но что сделать, чтобы этого нельзя было делать? Если, например, у тебя задумка, чтобы все элементы на острове оставались нерушимыми. Для того, чтобы это избежать, мы заходим в настройки, в параметры острова. Здесь нам нужно зайти в категорию, в вкладочку «Игрок». И здесь внизу в самом, смотри, снаряжение где. Вообще непонятно, почему они засунули вот сюда эту функцию, эту настройку, просто в уме не приложу. Но, тем не менее, она находится вот здесь. Никогда в здравом уме трезвой памяти человек не смог бы это найти, наверное, если бы специально не искал. В общем, вниз опускаешься, и здесь есть у нас несколько настроек. Урон постройкам. Всем постройкам. Определять, каким постройкам игрок мог наносить урон в зависимости от того, кто их возвел. Данный параметр активируется с параметром урон окружению. Вот первое, что нам нужно, урон окружению. Мы убираем все на только постройки игроков. Дальше, тут можно еще дополнительно настроить свои постройки, постройки союзников, постройки противников, постройки своих противников или нет. Давай все оставляем, потому что здесь мы только постройки игроков поставили. Дальше возвращаемся в игру и смотрим. Теперь, сколько бы я ни бил по вот этой постройке, она у нас неразрушима. Но при этом, если я построю здесь какую-то построечку свою, то я могу ее разрушить. Или если кто-то из противников построит постройку здесь. Какие-то элементы будут ломаться. Для того, чтобы они не ломались, вот давай здесь покажу. Видишь элемент, карниз? Оп, картина. Поломалась. Для этого мы возвращаемся обратно. Возвращаемся в настройки, в параметры острова. Нам нужно опять вкладочка «Игрок». И здесь нам нужно режим строительства. То есть он выше находится, чем снаряжение. Вот в снаряжении мы с тобой ставили урон окружению только постройки игроков. А теперь в режиме строительства мы с тобой ставим важную штуку. Вот такую. Постройки могут разрушать окружающую среду. Ставим «Нет». И тогда... мы с тобой, что бы ни построили, вот, строим, видишь, не ломается плакат. Смотри, здесь вот мы строили, с тобой менялось, видишь, ни клумба не поломалась, ни плакат не поломался. Все, у нас абсолютно все наши декорации остаются целыми и невредимыми. Вот, собственно, вот так это настраивается. Это очень простой момент в настроечке. Но есть еще другая задача. Когда тебе нужно, например, чтобы вся карта ломалась, а только один какой-то элемент не ломался, например. Тогда мы делаем следующим образом. У нас есть устройство. Выглядит оно вот таким вот образом. Панель управления. Эта панель управления имеет огромнейшее количество разных функций и настроек. Для того, чтобы нам протестить эту, скажем так, это устройство, давай мы с тобой его разместим, например, вот здесь. Вот у нас есть элемент. Мы размещаем это устройство так, чтобы оно соприкасалось с этим элементом. И настраиваем. Оно должно быть включено в начале игры. Дальше мы смотрим. Изменить прочность объектов. Да. И здесь мы неразрушимость объектов ставим «Нет». То есть у нас сейчас... стоит вся локация, все, нельзя ничего разрушать, но здесь мы ставим неразрушимость объектов нет и прочность 50, допустим вот так. Давай смотрим, что из этого выйдет. По-прежнему у нас здания нельзя разрушать, полы нельзя разрушать, но вот эту штуку хлоп, и мы разрушили. Видишь, мы отдельный элемент сделали уязвимым. И также наоборот, если ты сделал всю локацию, чтобы она у тебя могла быть разрушенной, по тем настройкам, которые я тебе показал, ты также можешь настроить вот эти устройства на неразрушимость отдельных элементов. Сейчас покажу, как это будет выглядеть.
То есть мы возвращаемся в параметры. Здесь мы ставим урон окружению все. И вот это вот устройство перенастраиваем на то, чтобы этот элемент был неуязвим. Все. Теперь у нас вся карта разбивается, а только один этот элемент остается в живых. Видишь, я могу тут разбивать спокойно все. А вот эту вот, сколько бы я ни бил, я ее не разобью. Она у нас неуязвима. При том, что пол, все вокруг, все могу разбивать, потому что мы поменяли настройки на уязвимость объектов. Вот так это просто настраивается. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Впереди еще очень много интересного. Пиши в комментариях вопросы, которые тебя интересуют. Я на все отвечу.